Всем привет! Меня зовут Ольга, я рада видеть вас на своем канале. И сегодня мы поговорим о таком прекрасном растении, как сансевиерия. Это растение также имеет другие названия: щучий хвост, тещин язык, язык дьявола. Но основное название рода этого растения сансевиерия, которое было получено по имени неаполитанского князя Сансевиеро. Существуют сорта с вот такими вытянутыми листьями, которые могут достичь длины 1 метра. Также есть сорта с листьями цилиндрической формы, либо листья более короткие и собраны в плотную розетку. Расцветка также разнообразна. На листах присутствуют полосы, зигзаги. Они могут быть желтого цвета, белого цвета. Сам лист более темный, более светлый. Выбрать есть из чего. Сансевиерия предпочитает яркое освещение. Сорта с более светлыми листьями способны выдержать прямые солнечные лучи, но также это растение способно выдержать полутень, искусственное освещение. Но при низком освещении не ждите от растения бурного роста. Растение также не требовательно к температуре, ему вполне комфортно от 12 до 30 градусов. Способна вынести зимой кратковременное понижение до 8 градусов, однако длительное нахождение на холоде все-таки способно погубить растение. Полив умеренный, с весны до осени поливают по мере просыхания грунта, зимой полив сокращают до минимума. Сансевиерия хорошо переносит сухой воздух, опрыскивать ее не нужно. Время от времени листы можно протирать от пыли влажной тряпочкой. Почва необходимо нейтральная, обязательно должна содержать песок, который будет составлять примерно половину объема. И примерно треть горшка должен занимать дренаж. Подкормить сансевиерию будет достаточно с мая по сентябрь 1 раз в месяц удобрением для суккулентов. Пересаживают растения тогда, когда ему становится тесно в предыдущем горшке. Сигналом служит то, что корни становятся видны из горшка. Опять-таки, при пересадке не используют глубокие горшки. Если растение стало очень большое и неустойчивое, то можно сам пластиковый горшок, как вот здесь, например, поставить в кашпо, которое само по себе тяжелое и будет его удерживать, либо посадить растение сразу в тяжелый горшочек, но не глубокий. Размножают сансевиерию либо листом, либо делением корневища. Например, при пересадке можно разделить корень, оставив хотя бы один фрагмент листа, либо срезать лист и укоренить его либо в грунте, либо в воде. Цветение сансевиерии в комнатных условиях возможно, но оно достаточно редко и невзрачно, но при этом цветы пахнут очень ароматно. Ну и с какими проблемами можно столкнуться при выращивании этого растения? Сансевиерия очень чувствительна к избытку влаги в грунте, поэтому не делайте слишком большой слой грунта. Именно для этого делается хороший дренаж снизу. Если все-таки растение оказалось перелито, то лист начнет загнивать у самого основания. Пораженный лист лучше срезать и удалить, дать растению хорошо просохнуть и отрегулировать полив. Чем ниже температура в комнате, тем полив должен быть реже. Если зимой в помещении, где стоит сансевиерия, стало значительно прохладнее, а полив вы оставите тем же, то листья начнут желтеть, засыхать и отмирать. Сансевиерия способна расти в полутени, но сортам с более пестрыми светлыми листьями все-таки необходимо света больше. И если на них стали появляться темные пятна, то растение нужно перенести в более светлое место. Также после покупки растения вы можете обнаружить на листьях небольшие царапины, какие-то разрывы. Это, скорее всего, будут механические повреждения при перевозке растения. Но если уже растение стоит у вас дома долго, и вы начали замечать, что на растении появляются какие-то пятна, желтые, белые, коричневые, какие-то точки, лист скручивается, куст разваливается, обязательно смотрите растения на наличие вредителей и грибковых заболеваний. Не всегда с первого раза это будет видно, потому как вредители могут прятаться где-то между листьями, вгрызаться в мякоть листа, поэтому осмотр нужен очень тщательно. Листья у сансевиерии очень плотные, мясистые, волокна очень прочные, из них раньше в Индии делали веревки, поэтому здоровые листья растут строго вверх, они не будут разваливаться, даже если будут очень большими. Если куст начал разваливаться, листья падают, то пересмотрите свой уход. Это может быть как недостаток, так и избыток полива, слабое освещение, низкая температура, либо на вашем растении вредители. При правильном уходе растения будут расти как в высоту, так по возможности горшка и в ширину. Особое внимание уделите кончикам листьев, они не должны отламываться и засыхать, потому что если это произойдет, лист перестанет расти. Новые молодые листья появляются из центра самой розеточки. Если вы увидели, что листик появляется где-то рядом сбоку, то это растет новое молодое растение, которое со временем при необходимости можно будет отделить. Вот в принципе и все. Не переливаем, защищаем от вредителей и стараемся сохранить кончики целыми, чтобы лист смог продолжить свой рост. А у меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами и до новых встреч!